Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и это видео, я думаю, понравится моим многочисленным хейтерам, потому что я буду использовать стволы точеные. И не знаю почему, но очень многие мои зрители критикуют меня за то, что я не использую именно точеные стволы, но в этом видео я исправлюсь. Так что внимательно смотрите и следите, где же стволы точеные в моем видео. Все, я не могу. И сегодня я повторюсь и буду собирать танк Т-70Б. И несколько лет назад я уже собирала его. Это довольно свежая модель, она выходила пару лет назад. И мне сегодня будет интересно сравнить, как я собрала прошлую модель и вот эту вот. И ее я буду собирать с дополнениями в виде точеного ствола и некоторых лючков, выполненных методом 3D-печати. Так что давайте выясним, насколько эффективно и необходимо использовать дополнительные материалы для улучшения внешнего вида модели. И также я еще буду использовать точеный ствол, так что все мы любим точеные стволы, так что давайте посмотрим, насколько его эффективно использовать. Поехали! Ну а купить все необходимое для моделизма, будь то наборы для сборки, краски, инструменты, вы можете в магазине «Модельная лавка». Там регулярно появляются новинки от Звезды, от АВД, от других мировых производителей. Для первого заказа действует промокод, который вы видите на экране. Он дает вам скидку в 500 рублей. Но если вы бывалый пользователь лавки, то есть промокод Dasha, и он дает вам скидку в 10%. Так что ссылка на магазин в описании. Переходи, там и все действующие промокоды. Поехали! Итак, я заканчиваю сборку корпуса и установлю верхние бронелисты. Тут есть специальные такие подставочки, планочки, на которые будет как раз и ложиться бронелист верхний. Здесь, по-моему, маленький кусочек. Вот так. И просто укладываем. И немножко прижимаем. И передняя панель. И теперь я установлю воздухозаборник или радиатор. Я точно не могу вам сразу сказать, что это за часть. На свое место. Тоже у нее своя планочка. И просто ставим. Я не уверена, что сюда. А пока сохнет верхняя часть, можно аккуратно установить катки. И все тут довольно просто. Клей и каточки, они все одинаковые. И состоят из 3 частей, по-моему. Конечно, удобно, что у катков нету никаких протекторов и не нужно соблюдать направление. И теперь я на свое место поставлю надгусеничную полку. У нее тоже есть свои точки крепления в виде вот таких вот аккуратно углублений. И, соответственно, 4 выпуклостями я должна попасть. Итак, я подсобрала башню, установила в нее точеный ствол, и теперь мой танк готов к окраске, а точнее к этапу обезжиривания. Необходимо убрать все вот эти вот пылинки, жиринки и приступить к окраске. Так что танк, можно сказать, готов. Также мне пришлось немножко подшпаклевать, но это мелочи. Давайте смотреть окраску. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Сначала я нанесу на модель белый грунт. Он поднимет общий тон и сделает зеленый менее пластиковым. Плюс белый грунт безжалостно показывает огрехи. Если где-то есть шангрень или пыль, то будет сразу видно. Наношу я его из аэрозольного баллончика короткими пшиками с расстояния примерно в 20-30 см. Поворачиваю корпус под разными углами, чтобы грунт лег ровно и не залил мелкий рельеф. Ну а дальше предварительные тени. Тонкой вуалью я затемняю нижние плоскости корпуса, ниши, перехлесты брони, решетки.
места под свесами, а также всякие карманы, куда потом будет тяжело добраться. Это и объема добавит на следующих этапах, и от обидных непрокрасов спасет. Если где-то краска не достанет, то там уже будет аккуратная тень. Теперь основной цвет, и это будет советский зеленый, не тот яркий игрушечный, что у меня получился в прошлый раз с готовым 4БО. Ну а в этот раз я намешаю свой оттенок на базе палитры Мачете. Я беру базовые 4БО и добавлю туда немножко коричневого для землистости, а также каплю желтого, чтобы цвет получился теплее и по-полевому. А наношу я его тонкими прозрачными слоями, позволяя предварительные тени слегка просвечивать. И так получится мягкая модуляция без резких границ. А когда база улеглась, я перехожу к ручным деталям. Траки я покрашу в темно-стальной цвет с графитовым блеском, а бандажи катков в глубокий темно-серый или же это очень матовый черный, а не чисто черный, чтобы выглядело довольно масштабно. Шансовый инструмент – металл холодный стальной с легкими потертостями, а древки в теплое дерево с тонкими волокнами. Глушитель я сразу окрашу в ржавчину. Несколько тонов от красновато-оранжевого до темно-бурого пятнами и пылевыми переходами, так он будет выглядеть живым и неоднородным. Точеные стволы, металлические траки и фототравление – это не религия, а набор инструментов, которые дают моделям заметный прирост реализма, если применяете их с пониманием задачи, масштаба и своего уровня. Точеный ствол почти всегда оправдан. Тонкий дульный срез, идеальная соосность и аккуратные пламя-гасители. Они мгновенно успокаивают вид, особенно в малых масштабах, и на деталях вроде пулеметов. А минусы – это цена и необходимость идеально центрировать. А на длинных орудиях это еще и следить, чтобы вес не клевал вниз. После высыхания акрилов я перехожу на масло. Тут я объединяю смывку и масляные точки в один прием. В углубление вокруг болтов, сварных швов и панелей я заливаю очень жидкую темную масляную краску. Она подчеркнет рельеф. А на плоскостях я оставлю точки охры, также зеленого, серого, коричневого цвета и растягиваю их полусухой кистью по направлению движения воды и грязи. Этот шаг одновременно собирает тени в стыке и выравнивает тон больших панелей, а также добавляет естественных потеков и потертостей. Но металлические траки берут другим, естественным провисом и прочностью. Например, на Т-34, панцирях, исах, а также на Т-70 верхняя ветвь ложится как живая. Это особенно ценно в 35-х масштабах и также на диорамах, где ходовая часть на виду. Зато они дороже и тяжелее, они могут перегружать подвеску, а также требуют большего труда при сборке и обязательного агдезийного грунта по металлу, и поэтому в 72-м масштабе разумнее часто становятся хорошие пластиковые или же 3D-печатные гусеницы. А фототравление незаменимо там, где нужна воздушная тонкость. Сетки МТО, ремни, защелки, брызговики, корабельные леера, а также авиационные пряжки. Все, что в пластике выглядит очень толсто. Однако большие наборы превращают эту сборку в марафон и требуют специального инструмента, цианокрилата или пайки. Ну а плоские травления без формовки могут смотреться довольно бедно. Ну а потом время перевести декаль. Мой Т-70 будет под номером 50. Переношу номер, усаживаю его составом для декалей, чтобы он впитался в краску, и перекрываю тонким слоем лака, чтобы убрать серебрение. Оптимальная стратегия – точечно усиливать видимые зоны и соотносить апгрейд с задачей. Новичку хватит точеного ствола и пары травленых акцентов. Среднему уровню металлические траки на витринные проекты и фототравление в ключевых местах. Хардкору полный сет с пайкой и кастомным миксом. Принципиальные вопросы перед покупкой простые. Будет ли деталь реально видна на полке или на фото? И что за масштаб? Ведь чем меньше, тем ценнее тонкие кромки. А также какой сюжет. Для грязевых диорам ходовая будет важнее. В сухом остатке точеный ствол почти всегда да. Металлические траки да, когда нужен натуральный провис или вы работаете в 35-м масштабе и делаете диораму. Фототравление да, если применять его точечно и по делу, а не ради галочки. Ну а далее сухая кисть маслом. Я беру слегка высветленный оттенок базового зеленого и аккуратно прохожусь по кромкам, заклепкам и мелким выступам. Рельеф мелкого советского танка сразу вспыхивает и читается с расстояния.
Ну и финишный этап – пыль и грязь на ходовой. Сухими пигментами я запылю катки, верх верхних гусениц и нижние полки. На горизонтальных поверхностях легкая дымка дорожной пыли, а в углах чуть поплотнее. Пара едва заметных брызг по бортам завершат историю эксплуатации. И в итоге у меня получилась не яркая игрушка, а живой рабочий Т-70 с глубиной, нюансами тона и убедительной фактурой. И вот такой танк Т-70 у меня получился. И, кстати, недавно я видела его вживую на ходу. И это довольно интересное зрелище было и реконструкция. И, как мне кажется, результат, который у меня получился сейчас, получился более реалистичным, потому что цвет более соответствует тому образцу, который я видела. А предыдущий мой образец, конечно, тоже выглядит очень эффектно, но, на мой взгляд, слишком зеленый. Хотя, если углубиться в историю цвета 4БО, и оба варианта являются достоверными, так что споры здесь излишни. И также я не вижу большой разницы между стволом точеным и обыкновенным стволом, который шел в наборе. Так что решайте сами, нужен вам этот автомаркет или нет. Я голосую за обычную коробочную сборку. До новых встреч. Пока-пока.